Поговорим про одиночество. Я довольно часто натыкаюсь в интернете на материалы по так называемой теме, как «жизнь соло». Так как интересуюсь этой темой, но при поиске информации по ней не использую это словосочетание. Вообще, как мне кажется, в этом словосочетании есть что-то самоуничижительное, отражающее какую-то неполноценность того, кому применяется данное определение. Это смахивает на какую-то нелепую идею, но не на факторы, которые привели к тому, что можно назвать такой жизнью. Мне вот, например, непонятно, для чего мне нужна некая женщина, если мне в данный момент комфортно. И в этой связи мне кажется немного ущербной идея того, что жизнь соло позиционируется как ответная реакция в случае, когда, допустим, мужчина разочаровывается в женщинах, потому что у него с ними ничего не сложилось. Хотя, допустим, я разочаровываюсь в женщине уже тогда, когда ее вижу в первый раз на улице. Но я разочаровываюсь не в том, что долгое время жил с ней, а потому что просто посмотрел. Я не противопоставляю жизнь соло жизни с потенциальной женщиной. Вообще на ютубе эта тема жизни соло подается так, будто бы это некая идея, возникшая как реакция в виде разочарования в жизни не соло. И я считаю, что это ущербная позиция, потому как получается, что изначально ты неполноценен, потому как тебе нужно дополнение в виде женщины. Для меня, например, первостепенной целью является моя самореализация. Но уж никак не наличие рядом некой женщины. Хотя я был бы не против, если бы это была женщина, которая привлекала бы меня физиологически как женщина. И если бы она была интересна мне как личность, то я бы не исключал такие отношения. То есть важен не сам факт наличия некой женщины, а совокупность определенных важных для меня факторов, которые бы делали наличие рядом такой женщины целесообразным. Поэтому это не может быть некой целью, потому как, опять же, это совокупность факторов, которые не зависят только от меня. То есть наличие рядом нравящейся по всем критериям женщины – это не цель жизни, а приятное дополнение к ней. И если это отношение со зрелой личностью, то здесь нет места какой-либо созависимости, когда люди не могут расстаться друг с другом, потому как поодиночке они неполноценны. Поэтому для меня жизнь соло это не есть противопоставление жизни не соло, а сложившееся положение, опять же, сложившееся в определенной форме, без определения ее как плохой или хороший, потому как это не является следствием исключительно моей деятельности или бездеятельности, следствием только моего желания или нежелания. То есть жизнь соло для меня это не результат какого-то разочарования в людях, в частности в женщинах, а естественный вид существования, который я никак не оцениваю. Он просто меня устраивает. Жизнь соло не может быть противопоставлением жизни не соло, потому как это два принципиально отличающихся друг от друга вида существования. Потому как при жизни не соло ты живешь в переплетении своих потребностей с потребностями другого человека. В жизни же соло ты живешь, удовлетворяя только свои потребности, хотя ты можешь думать о женщине бывшей или потенциальной будущей, тем самым теряя свою энергию на фиксации своего внимания на несуществующем. То есть в моем случае жизнь соло это не выбор, явившийся следствием не сложившихся отношений с кем-либо, а состояние естественное для меня. Но это не означает, что оно исключает появление, допустим, некой женщины в моей жизни. Наличие женщины, как я уже и говорил, зависит не только от меня, но и от нее. Но наличие не означает, что женщина является
является неким смыслом жизни для меня, так как я предполагаю, что это отдельная личность, с которой мне интересно, но это интерес, не заменяющий для меня значение моей основной цели в жизни, а цель, как я уже говорил, это моя самореализация. То есть я не вижу смысла, допустим, делать что-то ради знакомства с женщиной специально, потому как для меня это нецелесообразно. Знакомство — это обоюдонаправленное намерение. Это не есть делание чего-то специально, а это акт, базирующийся на взаимном общении. Жизнь соло как выбор. Жизнь соло может быть выбором только в том случае, когда ты сознательно отказываешься от преимуществ, которые могут быть при жизни не соло, либо просто не видишь таких преимуществ в отношениях. Жизнь соло, с моей стороны, это не пропаганда некоего образа жизни, а естественный для меня ход вещей на данный период жизни.